И был ли у тебя оргазм во время секса? Вот я, например, из этого профессию сделала, да. Ну, за время мама там говорила, ты никогда не будешь лучше, чем мужчина в казахстанском обществе. Я такая, что, блядь? Всегда выбирай себя. Когда ты любишь себя, ты любишь других. Я иногда показываю свою слабость, и люди не могут с этим справиться, потому что вот у них вот это вот выгорание, это реально выгорание, потому что... И как я справлялась? Ну, обычно есть... Внешнее приходит, когда ты внутри себя сам что-то соединяешь, или вот что-то растишь, когда ты веришь этому и начинаешь действовать. То есть это не Баланс. такой По сути, мне кажется, ну да, по сути, все любят, когда их замечают. Да, В большей или меньшей степени. Да, в любом случае. Чем ты занимаешься в душе, это твое либидо, это твоя сексуальность. Вот это... Привет всем, меня зовут Бактыбала, и сегодня у меня в гостях звездный гость Назира Касенова. Она диджейка, основатель проекта «Звук», основатель проекта, школы диджеинга 4x4, основатель, как можно сказать, это организатор, да, с Boiler Room Алматы. Да, я была локальным человеком, который, то есть я с самим Boiler Room'ом была, с организатором, с лондонским. О, это круто. Организатор Boiler Room Алматы. Вот. Назира вошла в топ-15 прорывных диджеев мира по версии Mix Mic в 2019 году, а также о Назире писали в New York Times, Dazed, а также в BBC. Вообще, это очень круто. Ее имя можно встретить в лайнапах самых топовых европейских клубов. И вообще, я уж остановлюсь сейчас. Да, мне кажется, все поняли. Это очень круто. Простая девушка из Тараза. Ты до этого занималась микробиологией. Молекулярной. Это, знаешь, для биологов большая разница. Это очень круто, супер умная, супер музыкальная. Скажи, пожалуйста, откуда ты взяла в себе столько куража, чтобы начать заниматься музыкой? Ой, это на самом деле такая довольно долгая история. Я вообще музыкой увлекалась с раннего детства. Можно я тебя тут остановлю? Я читала все твои интервью, посмотрела. Вот именно где вот этот внутренний стержень, что тебе вот это дает именно кураж, чтобы действовать? Первый, который. Вот, да, и смотри, то есть это из-за того, что это во мне с раннего детства, у меня там первые воспоминания все с музыкой, и я всегда любила музыку, то есть когда в подростковом возрасте музыка всегда была в моей жизни, но именно что-то делать я начала позже, когда я уехала в Великобританию, да, и я начала заниматься, то есть вот это внутреннее что-то во мне было всегда, но у меня были довольно там консервативные родители, да, и у меня всегда музыка была такое, типа, хобби, да. Но в какой-то момент это начало развиваться, это приносило мне столько радости, и это был вот этот психологический шифт какой-то во мне, что я хочу это делать, и я просто, знаешь, такое на 180 градусов развернулась, сказала, все, я там бросаю свои предыдущие устои, и я буду заниматься этим, да. Это, наверное, вот это... Говорят же, что когда ты знаешь что-то свое, вот внутренне, наверное, твой ребенок или что-то в этом роде, вот что-то в тебя откликается искренне, и ты вот не понять не можешь, почему, ты знаешь, вот все твое, и вот так у меня было с музыкой. И до сих пор это так у меня с музыкой. Ну да, я знаю, вот говорят же, взрасти себе этого внутреннего ребенка, поверь ему. Ну вот как ему настолько довериться, чтобы начать заниматься именно тем, что тебе нравится? Потому что родители, мы никогда, по-моему, не можем этот пушинг, да, отменить от того, что родители все время хотят, чтобы мы просто зарабатывали деньги и жили нормальной жизнью. Да. Ну, у меня это было так, то, что я, наверное, как-то у меня, знаешь, у меня случилось так, то, что все и внешние какие-то факторы, и внутренние, они у меня сошлись. То есть внутренние факторы, я всегда знала, что я хочу этим заниматься. Знаешь, у меня первое мое такое воспоминание на танцполе было супер яркое, вот стояла, и там вот это счастье, эйфория, и вот, не знаю, какая-то свобода, музыка, и вот это все, это во меня настолько соединилось, так глубоко, понимаешь, вот что-то так сильно откликнулось, что я понимала, что все это мое, и я буду этим заниматься. И я просто занималась этим, понимаешь? А в какой-то момент это начало так сказать, что у меня внешне, да, какие-то вещи, что у меня начало получаться, я начала там вечеринки. Но это на самом деле внешне, мне кажется, без внутренних это невозможно. То есть внешнее приходит, когда ты внутри себя сам что-то соединяешь или вот что-то растишь, когда ты веришь этому и начинаешь действовать, да, действовать в эту сторону. Вот. И да, и в какой-то момент я уже как-то собралась силами, наверное, и у меня как-то и внутренние, и внешние факторы сложились, но внешне из-за того, что там с внутренними, да,
я сладилась, и я поняла, что да, во мне есть силы, чтобы сейчас оставить и вот пойти по своему там истинному пути. Ну, наверное, ты знаешь, это еще есть такая, ну, как бы моя, наверное, личная характеристика там моего характера, да, я очень решительная. Ну, то есть, на самом деле я довольно автономная. То есть у меня очень странно, я там сочетаюсь, но если я что-то решила, то я никого не буду слушать. И вот это у меня есть в характере. То есть до сих пор, да, все люди знают, что Назира супер такая, что если я что-то решу, то я не буду никого слушать. Но, с другой стороны, в каких-то вопросах я, наоборот, слишком много других слушаю. Знаешь, такой crazy баланс. Но для меня это еще звучит как вера в себя, да? Ну, то есть, когда ты веришь в себя, ты можешь соединить вот это внутреннее с наружным и действовать. Да, я верю. Ну, знаешь, эта вера в себя, она может быть иногда неосознанная. Просто, наверное, важно себя слышать и доверять себе. Потому что я иногда творю такую херню, и я думаю, ну что ты за херню творишь? Но с другой стороны, я понимаю, что раз я ее делаю, это мне нужно, да, и вот что-то, знаешь, вот что-то, и зачем-то, и я себе доверяю, да, в какие-то моменты, что типа, да, все нормально, ну там, ну что может произойти? Единственное, там, что как бы край — это смерть, но навряд ли я от этого умру. Зато и даже вот когда я меняла, знаешь, с биологии на музыку я переходила. Причем, знаешь, у меня в биологии все хорошо получалось. У меня там я отвечала за регион Центральная Азия в большой европейской компании, именно по research and development. У меня там были перспективы в Германию уехать, работать. Короче, прям хорошо все было. И я в этот момент ухожу. И я в тот момент села и такая, если этого не сделаю, я буду всю жизнь об этом жалеть. И потом такая, ну и что самое худшее, что может произойти? И ты знаешь, я подготовила какие-то рациональные вещи, что типа вот там какая-то подушка финансов, но в то же время я внутри такая, ну что будет? Что будет? Все будет. Ты нормально все сделаешь. Ну, типа, не сделаешь, нормально вернешься. Что ты придумаешь? И вот я себе доверилась, такая, пошли, и все. Блин, круто. Это вообще такая очень вдохновляющая история. Я думаю, ты все равно поехала в Германию, в Бергхайм, да, я потом поехала в Германию, когда в любом случае. Блин, это очень круто. Спасибо, что поделилась. Я думаю, это очень вдохновляющая история того, что важно слушать себя, доверять себе, ну, уметь слышать себя. Уметь слышать себя. Вот это, мне кажется, самое. Я до сих пор иногда думаю, что я не до конца себя не слышу, но хотя бы учусь этому. Да, ну, я думаю, что когда начинаешь только этот путь, вот такой вначале много не веришь, но потом с каждым шагом все больше и больше начинаешь в себя верить и слышать. Скажи, пожалуйста, вот ты играешь на сетах. Я посмотрела твои аудитории. Ну, здесь у нас была маленькая, конечно, но вот в Бергхайне, да, вот правильно произношу. Да, все верно. В Басиане, да, там большие сцены, людей много. Как ты справляешься с этой энергетикой? Потому что это людей много, они все изучают эту энергетику, да? Как ты с этим справляешься? Вот это интересный очень вопрос, потому что вот для меня диджейнг — это такой же прям энергообмен. То есть ты что-то отдаешь, это и твоя энергетика, и твоя музыка, потому что музыка, она тоже энергия же. Ты это им отдаешь, и они тебе возвращают это вот какой-то эмоциональной отдачей, там, танцами. Вот ты же наблюдаешь. И я, по сути, очень сама энергичный человек. И даже не в том, что я там дофига всего делаю, но типа вот я прям энергичная. И для меня чем больше вот эта энергетика, тем лучше я играю. То есть я наоборот как-то, не знаю, я всегда очень сильно вдохновляюсь этим всем. То есть я прям там парю, знаешь, эйфория какая-то включается, когда там типа просто тысячи народ. Это бешеная энергетика. Раньше я сильно волновалась. Первые разы, когда я играла, потому что там, знаешь, вот это свои какие-то тревожности, неврозы. И ты такой, там же 5000 человек, и что-то в этом роде, знаешь. А потом, когда ты это отпускаешь, у меня там синдром самозванца был, что я этого недостойна, да кто я такая. А потом, когда ты все свои страхи, ну даже не страхи, а вот именно какие-то вот именно нервозы, вот это отпускаешь, это наоборот такой кайф. И я так кайфую, когда вот эта огромная энергетика, она, конечно, как говорят, overwhelming по-английски, типа очень тебя захлестывает, но она очень крутая. Если вот отдастся ей просто, то все вообще, зашибись. Я вообще не представляю, потому что ты же все равно в центре внимания там стоишь. Я однажды была в Японии на рок-концерте Джареда Лето, знаешь, да? Да. И я была в шоке, мы же там все орем, там все хотят его потрогать, и он там на сцене, ну, у него же отдача больше, он же, ну ладно, их там немного, там 4 или сколько, но вот я представляю, когда диджей сетит, ты одна, ты отдаешь эту энергию одна, я представляю, сколько ее в тебе. То
То есть это же прям такой взрыв. Это и есть, да, и поэтому говорю, что это типа, да, я прям по полной отдаю это, да, и поэтому говорю, что это, наверное, какая-то моя тоже, там, что вот у меня энергии очень много, и поэтому это, ну и на самом деле я люблю быть в центре внимания, это, мне кажется, любой человек, который, ну и ты любишь, ну, типа, знаешь, люди, которые, в принципе, там, что-то делают такое, это любят, и вот, и это все, то есть для меня не страшно быть в центре внимания, и для меня не страшна эта энергетика, потому что я от этого прям кайфую. Блин, да, это очень круто, да. Насчет быть в центре внимания, по-моему, это, ну, вообще все люди любят, просто Конечно. кто-то скрывает, кто-то открыто Да, говорит. Так, да, что это очень знаешь, любят, типа да. ты вот свой нарциссизм или что-то, да? Ну, вообще, мне кажется, сейчас очень много нарциссов, типа, больше или меньше. Все люди, по сути, нарциссы, все любят внимание, да. Некоторые просто, вот я, например, из этого профессию сделала, да, я сделала из этого карьеру, да, а некоторые, типа, да нет, а по сути, мне кажется, ну да, по сути, все любят, когда их замечают, Да, в большей или конечно. меньшей степени. Да, в любом случае. Вот. Смотри, вот диджей играет на больших тусовках, да, это энергообмен, это бесспорно, да. Люди приходят туда отдыхать, развлекаться, там есть алкоголь, наркотики, я не знаю, все что угодно, да. Были ли у тебя случаи там какого-то абьюза или харассмента вот от участников, допустим, на бойлер-руме, ну, это просто чисто Алмата-площадка, я думаю, что здесь все ок было, но мы достаточно близко к тебе стояли, если честно, да. Я посмотрела на других стейджах, ты, в принципе, стоишь, ну, как бы там на возвышенности, да. Но в любом случае, были ли у тебя какие-то случаи, можешь ли ты поделиться об этом? Вот знаешь, на самом деле я была довольно, мне довольно сильно повезло, потому что, ну, как бы, да, музыкальная индустрия, она, в принципе, известна там харассментом, вот какими-то случаями абьюза, еще чем-то. Мне повезло, что у меня ни разу такого не было, или ни разу хотя бы, что я вспомнить что-то могу. Вообще, да? Да, то есть, вот, например, там Boiler Room, все близко, это классно, ну, типа, вот это опять та же самая энергетика, но именно что-то, чтобы мне сделали, или сказали, или там, такого у меня не было. Потрогали, такого тоже не было, потому что, не знаю, как-то получалось этого избегать, или там, может, я так себя веду, ну, в смысле, не то, что веду, а вот именно, не знаю, вот почему-то, короче, все было нормально, и я сама всегда, типа, потому что очень много разговоров бывает, еще чего-то, у меня все было спокойно, ну, типа, ни разу прям такого, даже хотя бы сейчас, что я могу вспомнить, не было. Ну, я думаю, это довольно распространенно, поскольку ты прислала био, и ты написала, что ты являешься, как это сказать, Room for Resistance, Да, в котором да. состоишь, и это, получается, берлинская квир-тусовка, которая создает атмосферу, пространство, чтобы защитить, да? Вот да, людей, safe spaces. Да, вот. Получается, я думаю, что очень много, да, вообще таких случаев, наверное, бывает. Конечно. Это особенно, мне кажется, для marginalized. Блин, сори, это как, знаешь, такая, о май гад, I came from London. Такая, нет, ну, типа, просто я на английском некоторые слова знаю. Да, это незащищенный, может, комьюнити, как ЛГБТ+, женщины, да, например, женщины все равно, или феми-идентифицируемые, они все равно, как бы не то, что в меньшинстве, но менее защищены в этой индустрии. Да, в принципе, мне кажется, в мире, да, у нас все равно до сих пор еще такое довольно патриархальное общество. Вот, и в музыкальной индустрии это очень сильно есть. И Room for Resistance, он как раз создает это. И, ну, на Room for Resistance, например, да, там нету харассмента, потому что ты как раз создаешь это safe spaces, но вообще в индустрии at large, да, то есть в большинстве, ну, то есть когда берешь индустрию полностью, конечно, это есть. И я слышала про случаи, я, то есть не буду говорить, что, типа, да, я слышала про случаи, но мне повезло, особенно учитывая, что я, да, фем-идентифицируемая person of color, типа, азиатка, там, и вот это все. Но мне повезло, типа, и с расизмом я особо не сталкивалась. Наверное, это говорит о том, в каких я клубах выступаю, может быть, или с какими людьми я, в принципе, в этой индустрии работаю, и мне повезло. Мне вообще, ну, как бы, это тоже очень сильно зависит, куда ты идешь, что ты делаешь. То есть я думаю, что если я там пойду в какой-нибудь клуб, где играет, не знаю, там, супер коммерческая музыка, то там уже, возможно, это будет больше. Но именно у меня как-то получалось оставаться в таких дружелюбных комьюнити, что у меня не возникало особо таких проблем. Да, еще я думаю, это сказался, возможно, фактор того, что ты выступала в основном раньше за границей, а там все равно больше safety space создают люди сами по себе. То есть они знают о харассменте, о абьюзе, что этого нельзя делать к женщинам и так далее, да, возможно? Да. Но в Казахстане, на самом деле, ты знаешь, вот сейчас, конечно, там я стала популярнее, и там вечеринки мои звук стали популярнее, да, там Boiler Room, наконец-то приехала в Центральную Азию, но на самом деле звук, он существует уже 6 лет, ну, то есть 6 лет нам будет в августе, и изначально вот тогда понятия safe spaces в Казахстане вообще не было.
И, ну, то есть, ну, единственное, что существовало, там вечеринки в пятницу, электронную музыку никто не воспринимал как культуру. И для меня очень важно было изначально построить вот этот safe space на танцполе, где все равны, где все свободны. Из-за этого, то есть, даже то есть в Казахстане я, в принципе, начала играть там на каких-то других площадках, кроме своих вечеринок, там года 2-3 назад, да. До этого я вот только свои вечеринки, потому что у меня был очень серьезный настрой по музыке, которая вообще мало где подходила, там, возможно, там единицы мест. И серьезный настрой, потому что я хочу видеть на танцполе, да. И сейчас, да, конечно, даже, в принципе, в Казахстане, мне кажется, восприятие вот там вечеринок и всего этого начало меняться. Раньше это вообще, то есть, понятия не было, и поэтому, да, мне, в принципе, кажется, повезло. Я бы тебя даже назвала комьюнити-билдером, ну, в этом плане, да, потому что safety space, да, технокультура, получается, ты андерграунд-культура в Казахстане, я думаю, все равно это благодаря тебе. Спасибо большое. Ну да, я рада, что у нас тоже такое что-то появляется, потому что вся попса уже надоела. Скажи, пожалуйста, как тебе в этом диджейском патриархальном мире? Потому что в основном даже на лайнапах в Грузии я смотрела, ну, у них постоянно, да, каждую пятницу происходят вот эти крутые вечеринки, но там один диджей, девушка. Ну, про Казахстан не будем говорить, да, на основном? Ну, про Казахстан тоже можно сказать. Ну да, но у нас все равно, блин, вот это, да, вот как за границей тебе сложно ли в этой конкуренции? Ты знаешь, у меня... Вот чисто про себя скажу, и вообще, мне кажется, про вообще ситуацию, как происходит в мире и в Казахстане. У меня довольно характер такой, что я вообще не делю особо на мужское и женское, то есть я там спокойно с мужчинами разговариваю там с техническими директорами, которые там сначала на меня смотрят, что за дурочка, а потом я начинаю с ними наравне разговаривать, и, короче, все меняется. И мне этот характер, он помог. То есть вначале, когда я начинала играть, то, ну, как бы в Казахстане, да, мне там говорили, ой, ну, там, типа, воспринимать, что за девчонка, там, все такое. И я такая, да пошли в жопу, я сама буду, что хочу делать. Ну, то есть у меня такой характер, вы меня не уважаете, я пойду сама построю. Или там, вы меня не уважаете, ну, идите нахер. Или я буду спорить до конца, не то, что или там стоять. То есть вот такой, да, у меня характер. Вот, и он мне безумно помог. То есть я не думаю, что я бы дошла до туда, докуда дошла, если бы я не умела просто вот встать, и мне без разницы, типа, я не делю по гендеру, да, там еще что-то. Я делю просто вот по человек. Какой он человек, как мы работаем, вот все. Но я понимаю, что, в принципе, у женщин, да, там, чаще всего, ну, особенно в Казахстане, учат, что там вот надо быть мягкой, надо быть там вот такой, вот такой. Да, я сама с этим столкнулась, например, мне мама там говорила, ты никогда не будешь лучше, чем мужчина в казахстанском обществе. Я такая, что, блядь? Ну, типа, знаешь, ну, в смысле, именно вот в положении каком-то, да, то есть вот мужчина всегда будет. Я такая, и вот, ну, и, короче, а я так, ну, я абсолютно по-другому сейчас даже выросла, вот, но я понимаю, что многим так говорят. И ты вырастаешь, и ты думаешь, блин, что вот даже я диджей, ну вот любой парень-диджей будет лучше меня. И вот я, например, сталкиваюсь с этим. В Казахстане куча классных девчонок-диджеев. Но у нас, если вот начнешь по пальцам, да, ну, или там скажут, ну вот назови свои топ-5 диджеев. И типа назовут почти всех парней, да? И потому что у нас все на передовой, так скажем, этой индустрии, это парни. Да. И это, мне кажется, частично вообще не из-за того, что девчонки хуже диджеи, а чисто из-за того, что вот как-то, во-первых, там вот это вот нетворкинг, пожатие, рукопожатие, это там все происходит среди мужчин в основном, да, и то, что девчонки, они менее такие пробивные, знаешь, типа вот пойти и сказать, типа, ну, типа, у меня есть одна подруга, которая классный диджей, и она такая скромная, и один раз я ее схватила и говорю, пошли все нахер, она играет, потому что кто-то залетел, а знаешь, диджейской, особенно вот после 2, когда начинаешь там в барах, там может кто-то залететь, флешку свою ставить, потому что какой-то хаос начинается, я говорю, пошли все нахер, она играет, и, короче, я говорю, никогда не отдавай, а вот она, вот я такая, и вот такое бывает, и, короче, вот это вот фигня, вот, а в мировом сообществе на самом деле уже есть сдвиги, то есть есть там практика. Ну вот, например, с бойлерами то же самое сделано. У меня был гендер-сбалансированный лайнап. Если я не знаю, в Казахстане просто на это внимание особо не обращают, но у меня гендер-сбалансированный, в звуке у меня гендер-сбалансированный список резидентов. Ну и это я не делаю специально, не делаю. Вот, я возьму тебя потом только потому, что они охуенные. Ну типа, сори, я матерюсь. Это у нас какое шоу? До 15? Все окей. Все окей. Они классные, ну типа, но да, и они... И вот в мире есть, да, вот этот сдвиг уже, там, гендер-сбалансированный лайнап. Мне кажется, просто люди мало не понимают, зачем это делается.
Потому что я тоже, да, типа, люди думают, что, блин, а почему вот ей только за то, что она женщина? Да потому что наше общество 200 тысяч лет последних говорило женщинам, что они ничего не... И сейчас надо менять эту структуру, ее надо менять, как ее строили, то есть кардинально. И вот это вот такие шаги, чтобы потом вопросов, а почему женщина, вообще не возникало. Да, я думаю, Вот. нашим женщинам не хватает вот именно агрессии, как мы с тобой до Да, этого да, обсуждали. да. Реально вот, я думаю, это вот внутренняя, да, какая-то у нас. вот, как будто Конечно, нас это- у нас вот, и причем, мне кажется, вот все воспринимают агрессию, что типа, вот ты там будешь орать на всех, но агрессия, она врат. То есть желание что-то делать, это уже агрессия, типа, что ты не боишься встать, начать делать свое дело. Это, по сути, такая здоровая агрессия, да, то есть то, что ты вот строишь, потому что, мне кажется, у нас просто восприятие агрессии, оно такое очень негативное, что, типа, агрессия — это плохо. Агрессия, наверное, вот такая прям, хотя, ну, там тоже спорные вопросы. Вот, и да, и наших женщин всегда учат их ее подавлять. А прикол в том, что она же не подавляется. Она, типа, будет в тебе сидеть, потом она превратится в пассивную, или тебя, ну, типа, на тебя будет направлена. Да. Так что лучше... Или в виде пассивной агрессии. Я Да. думаю, мужчин же наших тоже как бы учат это подавлять, поэтому у нас так много именно домашнего насилия, да, Да, что они бьют женщин, там, у нас от домашнего насилия столько женщин умирает каждый день. да. И это все потому, что казахские женщины умеют терпеть, блин. это Конечно, вообще, это терпеть, и вот ужасно, это да. все. Да, и мне кажется, если в принципе, вот знаешь, агрессия это же как, ну вот, типа, сейчас мы обсуждали, агрессия это типа даже вот делать то, что тебе нравится. Это же тоже, ну, типа, вот там, вот, и потом люди, а у нас, мне кажется, так много людей, которые просто боятся что-то свое, ну, типа, вот, свое. А мне кажется, когда ты делаешь свое и более-менее нормально, то ты никогда не провалишься. А вот, мне кажется, многие так боятся, и из-за этого это опять вот на внутренний... Не знаю, короче, это очень такой вопрос. Вот ты очень классный поинт сказала, что когда делаешь то, что тебе нравится. Я думаю, когда у тебя есть здоровая агрессия, ты можешь делать то, что тебе нравится. Да. Я заметила, что у нас в обществе, допустим, в Казахстане, и, в принципе, думаю, по совке у нас не учат вот слушать себя и понимать, что Да. ты хочешь делать. И в основном все идут по какую-то копирку, общее Конечно, дело. да. И, конечно, вот что-то делать свое нужно, прям очень много агрессии, и много ресурсов. Да. Топить просто. Да, ну, я думаю, что это возможно, ну, то есть вот пример у нас сидит, да, ну, потому что реально это очень крутые ты делаешь вещи, и то, что вот последний Boiler Room, это было в театре Ауэзова, это было очень крутое мероприятие, потому что в Казахстане ужасно трудно с государственными какими-то учреждениями договориться, ну, то есть это очень большая работа. Да, Ну, это- я хотела тебя даже поблагодарить за то, что ты это Спасибо сделала. большое. Это, я думаю, очень большой вклад в развитие нашего общества в целом. Вот. Ну, для меня это вдохновляющий пример, и думаю, для других девушек и парней это тоже будет такой вдохновляющий Спасибо пример. большое. Вот. Смотри, как мы уже говорили, сет — это бешеная энергия и от тебя, и от людей, да. Музыка — это вибрации, а ты управляешь этими вибрациями, да. Мгм. И я думаю, что вообще в музыке очень много секса. Мгм. Вообще прям, Согласна. вот, очень много секса, да. Как ты вообще справляешься со своей сексуальностью во время сетов? Как ты сублимируешь эту энергию? И был ли у тебя оргазм во время сетов? Мне это очень интересно Ага. почему-то, потому что мне Это- кажется, ты доходишь до какого-то там пика в любом случае. Ага. Да. Ну, оргазма, к сожалению, не было, Блин. но именно, ты правильно сказала, насчет вот я, знаешь, у меня иногда я вот выстраиваю сет, и прям, знаешь, когда секс, вот эти все же периоды, да, вот ты сначала разогреваешь, там еще что-то, и вот это в сете 100% есть. И я всегда чувствую, вот я там к психоаналитику хожу, да, и он мне тоже, ну, то есть мы даже с ним обсуждаем, что, типа, когда ты играешь, ты, по сути, занимаешься сексом. Да. И это типа странно звучит, да, но это правда так есть. И по сути вот этот процесс, это реально очень схож с сексом. И это огромная сублимация сексуальной энергии. В принципе же, ну типа все у нас воспринимают, там, сексуальная энергия — это только сексом заняться. Да. Да нет, это сексуальная энергия, у нее столько проявлений. Вот даже типа то, что я занимаюсь своим делом, да, это тоже сексуально. То есть когда ты что-то направляет, вот чем ты занимаешься душой, это твое либидо, это твоя сексуальность. И вот там с этой это тоже моя сексуальность, да. И вот это, ну то есть справляюсь, то есть даже не то, что я справляюсь, наверное, я ее больше направляю, вот эта сублимация, да, когда ты просто берешь и вот это все, что есть, ты направляешь. Иногда я думаю, блин, капец, у меня сколько сексуальной энергии, я так умудряюсь играть. И типа, да, и люди, которые играют, ну типа вот диджей, там, другие или что-то еще, это реально, вот эта вся энергетика, там очень большая часть — это сексуальная энергия. Да, я вот идешь на вот эти вечеринки, они же всегда такие, сначала разогрев, Да, потом да, растет потом, этот короче, темп, потом какой-то растет, пик, да. и потом обратно спад идет. Конечно, да, это типа, и я всегда, знаешь, это вот, я иногда даже вот когда учу, там у меня ученики ходят,
сейчас как прозвучит странно, типа, да, я им рассказываю, я им не говорю там прям в терминах секса, она такая, вот вы берете, вы заходите, вы там начинаете разогревать, ла-ла-ла-ла, потом, короче, вот нарастает давление, короче, это, по сути, реально секс. Может, ты будешь сразу там... Такая, ты знаешь, объем. Нет, я думаю, в любом случае, вот когда идешь же заниматься сексом, да, там с парнем, приятно же, если он там музыку какую-то включит. Да, ты знаешь, одно время я не могла это делать без музыки, я там типа прям подбирала треки, там очень хорошо. Плейлист такой для секса. Севдализа, знаешь Севдализу? О, да, обожаю, какая она классная. Она замечательно залетала под это дело. Да, потому что, знаешь, у нее тоже очень... Даже вот некоторые музыки, даже говорят же вот типа чистый секс, да, там про музыку. И она реально чистая, потому что там столько чувственности, столько вот, типа, и прям построение какое-то. И вот это есть реально вот в некоторые, не во все, ну, хотя, да, вот некоторые прям слушают, такой, вау. Да, прям вообще. А вот скажи, пожалуйста, тебя заменяет секс музыка? Ну вот, допустим, если у тебя какого-то периода нету секса. Бывало, типа, у меня была, когда, знаешь, какие-то там периоды, но это тоже там какие-то мои механизмы, может, есть, да, я могу жестко сублимироваться во что-то, то есть я могу сублимироваться в музыку, могу сублимироваться у меня эти механизмы очень хорошо, и мне кажется, это мне помогает. То есть бывают периоды, когда, типа, вот я реально ушла туда, но я особо стараюсь не заменять. То есть я понимаю, что вот для меня важный физический, да, секс, для меня важно и что-то другое. То есть мне, наверное, больше в этом моменте чувствовать свою либидо, именно там, свою сексуальную энергию, чувствовать, где она там у меня сейчас находится, и вот хочу ли я что-то еще или не хочу, да, но я могу, типа, если я захочу, я могу это делать, типа, просто уходить, да, и, короче, все, и быть счастливой вообще. Это круто. Мне кажется, классно, когда есть такое дело, куда ты можешь вот однонаправить, перенаправить, потому что сексуальная энергия — это же тоже очень большая энергия. Конечно. И, я думаю, очень позитивная такая. 100%. Да. Так, смотри, работа диджея, она очень непростая. Это ты работаешь ночью, это все равно алкоголь, да, вот большое, ты много энергии отдаешь в любом случае. Да, ты получаешь, но я думаю, как я уже говорила до, ты все равно один человек, а там толпа. И где ты берешь ресурсы, чтобы восстановиться? Вот? Ну, знаешь, я до сих пор немножечко как это говорят же, типа, не плаваю, а ищу свои пути, но я, в принципе, более-менее нашла. То есть сейчас у меня на самом деле, вот я же нахожусь в Казахстане почти 2 года уже, ну, то есть я очень редко выезжаю играть из-за пандемии. То есть я вот в России там, раньше у меня вообще же бешеный график был, то есть я уезжала где-то на месяц в тур, играла там 8 выступлений за месяц и в разных зонах, и ты просто вообще ничего не понимаешь, да. И тогда я, например, восстановилась так, что, ну, я смирилась с тем, что я куда-то уезжаю, да, и играю. Но, во-первых, у меня всегда было то, что понимание, что диджейнг — это моя работа. То есть, если бы я там каждую пятницу, субботу уносилась как на вечеринке, этого, ну, типа, я бы не протянула так долго. Вот, то есть у меня было так, что я, например, вот выступаю, да, там у меня 3 часа сет, скажем, он под утро. Я до утра сплю, и отыгрываю, может, чуть-чуть потусуюсь, потом еду обратно в гостиницу спать. И потом и вне вечеринок я старалась там минимально там алкоголь, ну, типа, и на вечеринках я не напивалась, ничего там не употребляла, да, то есть, короче, вот старалась по максимуму оставаться профессиональной и более-менее здоровой. Вне вечеринок я там правильно питалась, высыпалась, типа, вот я очень сильное внимание до сих пор сну отдаю, потому что я понимаю, насколько он мне важен. Вот. И максимально нормально спортом занималась, там вот это. Сейчас у меня как бы меньше выступлений, но в любом случае у меня как бы на выходных все равно ночная жизнь, потому что я иногда играю, иногда я там куда-то хожу, вот. Поэтому вне вечеринок я по максимуму стараюсь быть спокойной, типа отдыхать, особо не контактировать. Я на самом деле устаю очень сильно от человеческого контакта, как бы странно это ни звучало. И в некоторые дни я просто понимаю, что мне ничего не надо. Я иду домой, отключаю телефон, ложусь на диван и такая, никому меня не трогайте, да. И я на самом деле тоже, знаешь, себя слушаю, что мне в этот момент надо. И такая, типа, вот некоторые дни я реально хочу пойти с друзьями в бар. И я понимаю, что мне это надо, я схожу. А в некоторые дни я понимаю, что, типа, вот мне надо отдохнуть. И я иду и отдыхаю. То есть по максимуму слушаю там свое тело, стараюсь там правильно питаться, особо не пить, но хотя, знаешь, у меня был период в пандемии, когда я очень много пила, потому что я не знала, что делать со своей жизнью, вот, но типа, по максимуму стараюсь как бы отдыхать. И еще я нашла для себя, что то есть у меня на самом деле, я из-за того, что люблю свою работу, я приду на нее в субботу, реально, у меня просто, ты как-то теряешь границы, размывается, потому что особенно, когда реально занимаешься делом, которое ты любишь, а ты не понимаешь, как бы ты понимаешь, что это работа, но по факту для тебя это как будто не работа, да.
И выстроить вот эти границы тяжело, и я поняла, что я могу до бесконечности работать. Типа я вот в будни могу работать с 10 до 12, то есть прям целый день вставать на следующий день. Я поняла, что один день в неделю мне нужен такой, который вот я ничего не назначаю. Даже встреч с друзьями я не назначаю. Ничего. Вот встану утром, точно знаю, что работать не буду вообще никак. Ни музыку слушать, ни на сообщения. Вообще. Если мне сообщение по работе придет, похер на следующий день оставить. И вот целый день у меня для себя. Я делаю, что хочу. Вот типа захотела встретиться с кем-то, просто написала. Захотела на диване лежать весь день, лежу на диване. Вот типа, а потом все, и я восстанавливаюсь. Мне кажется, время для отдыха для себя находить очень важно. И именно отдыха в твоем понимании. То есть потому что, например, даже иногда пойти с друзьями в бар, это не отдых. Типа вот в твоем понимании отдых очень важно. Мне кажется, если не понимать себя и не отдыхать, то далеко не... Да, потому что я думаю, там еще сложно разграничить, когда у тебя работа связана с тем, чтобы ходить в бары, да? Ну, в любом случае, ты же там играешь. Да. Ну, я думаю, у тебя прям все нормально, то, что ты умеешь слушать себя, да, что такое отдых для себя, и вот для тебя понятно, что это такое. А как ты вот разграничиваешь то, что это работа? Ну, в любом случае, ты же играешь, вот ты говоришь, иногда непонятно, да, что это там работа или нет. Вот как ты это разграничиваешь? Для меня я даже не разграничиваю это, я понимаю, как бы, это работа, которую я люблю, все. То есть я понимаю, что это работа. То есть даже вот, знаешь, там посидеть и музыку послушать, я не просто там включаю, то есть бывает, иногда я просто включаю, ну, там, не знаю, Лану Дель Рей поставлю и готовлю. Это для меня, ну, типа, это не работа. Например, сесть и слушать треки, которые я потенциально могу, это называется там диггинг, да? То есть слушать музыку для меня это работа. Потому что я сижу, я ее анализирую, я откладываю, сохраняю, там еще что-то, которое я именно могу играть или там что-то использовать. Это уже работа. Или там, например, вечеринки организовывать, на которые, да, они веселые, или там на вечеринке находиться. Это для меня тоже работа. То есть я понимаю, что все, что связано с музыкальной индустрией, для меня это работа. Школа у меня есть, вечеринки, диджейнг, это все работа. То есть когда ты уже, музыка для тебя несет какую-то функцию или даже цель, да, это уже работа. Да, я ее обожаю, я ее люблю, я себя не заставляю ее работать, но это работа. И значит, я от нее должна отдыхать. Да, а как ты вот вообще, если ты не играешь, ну, кроме вот то, что физические, да, какие-то вот, если ты не играешь и не слушаешь музыку, что ты можешь поделать? Если я не играю, не слушаю. У меня есть своя школа. Нет, вот кроме вот этих всех, то, что у тебя есть. В смысле, как отдыхаю я? Да, вот, ну, отвлечение, знаешь, кто-то там, ну, вообще что-то противоположное начинает делать, чтобы отвлечься. Я поняла тебя. У меня такого прям нету противоположного, но, например, я люблю готовить, я люблю книги читать, я люблю полежать на диване, просто там сериал посмотреть какой-нибудь супер отвлекающий. Причем, знаешь, я не люблю вот именно в кино или там в телевизоре, я реально не люблю, я очень редко смотрю что-то вот прям, знаешь, такое артхаус. Вот для меня это там типа Friends, включить или что-то такое, даже отдохнуть, мозг, тело, все отдыхает. Там, и не знаю, люблю в природе, то есть я от природы сильно заряжаюсь. В последнее время очень мало получается, честно говоря. Ну, типа, хотя бы, вот я живу рядом с парком Горького, там, выйти на прогулку в парк Горького. То есть вот такие супер базовые вещи, сильно нагружать, типа, если я что-то захотела, да, там я на лошади могу поехать, ну, давно, правда, уже. То есть, если я что-то специфичное хочу делать, я тоже иду это и делаю. Но я себе никогда... Вот есть же люди, которые там... Вот им важно постоянно забить свой график. Типа на гончарный круг, развитие. Я развитие для развития особо не люблю. Типа если я реально хочу это делать, я иду и делаю. Если не хочу, то я без зазрения совести лягу на диван и буду смотреть Friends. Ну, типа, знаешь, блин, это очень круто, то, что ты можешь просто так взять и отдохнуть от дела, которое тебе даже приносит удовольствие, ты его любишь. Потому что я иногда так устаю от психологии, мне так хочется больше. Как мне всегда надоело что-то чувствовать, хватит. Да, вот чувство же не отключишь, главное. Да, не, я прям научилась. Все. Было ли у тебя какое-то профессиональное выгорание? Ну вот, может. Конечно. Да, это было несколько раз. Ну, это не было прям... Ну, хотя нет, вот у меня последний профессиональный кризис случился в пандемию, потому что диджей — это про играть для других. Да, что ты для других. Конечно. И я привыкла к вот этим там... У меня были разные, конечно, гиги, то есть были и маленькие, гиги — это вот выступления, были и маленькие, в Казахстане я продолжала играть, были там огромные, типа там Бирхайна, да. Но я привыкла к таким зарубежным большим гикам, да, и тут я сижу в пандемию, и я очень долго, у меня было вот это отрицание, что я потеряла для себя что-то мега важное, и я целый год, то есть для меня, мой кризис, мне кажется, он где-то вот реально летом закончился только, точнее он начался, я не знаю, закончился он, начался, потому что я отрицала вот всю пандемию, насколько сильно она на меня повлияла. Да, я открыла школу, я начала делать какие-то проекты в Казахстане. Но для меня супер важно играть. Я диджей, я должна играть для себя, да, вот это мое.
И это был мой профессиональный кризис. Я просто не могла себя понять дальше. Но это, как бы, знаешь, мне кажется, любой кризис, я сейчас про кризис больше, потом про выгорание скажу тоже. Кризис, он реально такой шаг, в котором ты можешь, он такой, как бы, что-то поменять, или вот, то есть кризис как кризис, типа, можно опустить руки, да, и, типа, вообще бросить музыку, а я там открыла школу, я музыку начала писать, да, ну, конечно, я не получила то, что, и до сих пор я особо этого не получила, потому что в Европе снова там пандемия очень сильно разгорается, вот, и я до сих пор не получила, что хотела, но я нашла что-то другое, там вечеринки в Казахстане начала, бойлер в Казахстане, да, ну, то есть вот эти все вещи, вот. Но у меня был такой прям творческий кризис конкретный, и он, наверное, до сих пор, я ищу себя в нем. Вот. А про выгорание, конечно, было. У меня было выгорание, когда я там вообще не хотела слушать музыку. Мне все одинаково звучало, меня чуть ли от этого не тошнило. Особенно, вот, когда у меня были выступления, там, вот я же сказала, 8 выступлений в месяц. И у меня было там 3 месяца, когда я 8 выступлений в месяц, 2 недели я дома, потом снова 8 выступлений. И тоже как робот-машина, Очень тяжело, да, да. знаешь? И я уже не могла слушать, и меня тошнило, и играть даже не хотелось. Я, знаешь, такая просыпаюсь по утрам. Типа у меня там сет с 5 утра там, до 8, да, ну. И я просыпаюсь в 4 в гостинице, одна в другом городе. Это тоже, на самом деле, часть работы, которую никто... Это классно, охеренно, ездить везде. Блин, ты играешь на классных площадках. Но есть и обратная сторона. У всего, мне кажется, есть обратная сторона, что типа ты один, ты в другой стране, у тебя не может быть плохого настроения. Вот ты должен прийти, знаешь, с промоутерами пообщаться, на вечеринке. А ты же человек, у тебя может быть плохое, блин, не знаю, вот что угодно. И вот ты знаешь, у тебя хреновое настроение, и ты просыпаешься в другом городе, абсолютно один, ну там любимых людей рядом нет, и ты уже месяц в дороге, и ты такой просыпаешься, там, знаешь, бухал прошлые выходные, там еще что-нибудь, да, короче, вот это все. Ты устал спать, ходишь, ты просыпаешься, такой, блин, зачем я это делаю? А ты потом идешь в клуб, и ты отыгрываешь, и вроде бы все хорошо, а ты потом снова идешь в гостиницу один, и потом на следующий день тебе надо просыпаться музыку. И вот это вот выгорание, это реально выгорание, потому что... И как я справлялась? Ну, обычно, если это выгорание наступало в турах, да, там, я все равно отыгрывала весь тур, ну, я профессионал, у меня есть какие-то обязательства. Но я потом возвращалась в Казахстан и разрешала себе вот сколько мне надо, там, 2 недели, 3 недели, месяц, если хотела. Ну, месяца, честно говоря, не было, мне обычно хватало недели где-то. Я ничего не делала с музыкой связано. Ни музыку не слушала, ничего, вот ничего. Поэтому своему агенту говорила, слушай, я вот неделю на имейлы твои отвечать не буду. Он такой, все хорошо, я такая, я говорю, если супер дом горит, изба там горит, и надо что-то сделать, пиши там на WhatsApp, но я не, ну, если можно, он такой, все. А они все понимают это, типа. Ну вот, я просто себе разрешала ничего не делать, пока я не воспользуюсь, пока вот у меня не возникало вот этого желания снова что-то делать. И, наверное, в этом случае я была довольно везучей, или это так лакшери такой, что не каждый себе, конечно, это может позволить, но я могла, и я это делала. Да, и очень круто, что ты могла себе это позволить, да, что не только, может быть, финансово, но и вообще в голове позволить себе ничего не делать. Да, Ну, это не у да. всех получается. Обычно Ой. люди, когда выгорание, они еще больше пытаются додавить, как будто нужно Нет, еще я вот больше. чувствовала, что, ну, типа, знаешь, когда я сижу, я не могу. И я такая, ну все. Но да, на самом деле вот этот момент того, что разрешать себе ничего не делать, это такой двойственный для меня. Иногда потому, что я вообще, ну, то есть мне нужна причина, чтобы отдыхать. И это неправильно. Иногда бывало, есть же вот эта психосоматика, когда ты простуду подцепил, вот это мое подсознание, которое говорит мне, все, остановись. И вот, а я могла бы сама же остановиться, но я пошла с мокрой головой на улицу. Ну, типа вот этого, да. А иногда непонятно, когда я чувствую, что все, конец, давай останавливаюсь, и я останавливаюсь. Вот я еще хотела подметить пару моментов насчет пандемии, да, как ты говорила, что у тебя был кризис, у меня прям тело так среагировало, я тебе очень сочувствую. Ну, что это, ну, я знаю, что такое творческий кризис, это очень тяжело себя. И вообще, я думаю, ты классно вот это подметила, что, мне кажется, не все люди пока осознают, насколько пандемия очень сильно на нас всех повлияла, да, на наше восприятие жизни, там, не знаю, здоровье, да, вот эти страхи, триггеры, по-моему, все очень всплыло. Тревожность. Да. Ну, типа... несмотря на то, что там многое что-то новое, да, мы получили, но и старое как-то умерло и больше не будет, как прежде. Это, конечно, очень сложно отпустить, мне кажется, да. Конечно, да. Вот, да. И про эмоциональное выгорание тоже спасибо, что поделилась. И мне очень понравился поинт, что ты говоришь, что никто не видит вторую, да, часть. Всем кажется, что это круто, да, она там ездит, путешествует там, по каким-то большим тусовкам, но это реально, да, вот когда ты говорила, тот момент, ты там лежишь одна в другом городе, никого рядом нет, и тебе нужно идти играть сеты, там улыбаться, потому что это твоя работа, да? Это тяжело очень, да. Да. И это очень мало кто понимает, потому что, знаешь, мне кажется, люди такие считают проблемы белых людей, типа, что она выпендривается, а типа, ну, от этого же мне эмоционально или там чувством легче не становится от того, что вы не, как бы, обесцениваете то, как я себя чувствую.
Вот, Да, ну и мне кажется, я лично порой сама даже себя обесцениваю, что такое, ну нет, ну это же там люди страдают, Да, да, люди я тоже, я голодают. мастер обесценивания. Ты Да. знаешь, я такая: "Чё ты жалуешься? Ты типа сидишь там в Австралии, да, там а-ля". И я такая: ну, если я так себя чувствую, значит, я так себя чувствую". Да, вот позволять реально себе чувствовать все Да, чувства, да, и тогда реально это хотя бы пройдет, потом не да. задержится в теле. Вот. Расскажи, пожалуйста, о личной терапии. Ты упоминала, говорила, что ты занимаешься с психоаналитиком Мгм. уже 2,5-3, да, года. Да. Как тебе помогает совмещение личной терапии и музыки? Мгм. Потому что до этого у меня была Жасмин в гостях, я Мгм. не знаю, ты смотрела или нет, она преподает High Heels, и она работает именно в направлении развития женской сексуальности, Мгм. принятия себя. И она говорит, это было, ну, то есть, я поняла, что это была моя, типа, предназначение, мое Мгм. предназначение. И она говорит, что она, когда совместила личную терапию и танцы, ей это помогло прям вот получить такой Мгм. апгрейд большой себя. Мгм. Было ли для тебя это тоже так? Мгм. У меня не было так, но я тебе сейчас расскажу, в чем именно, как мне музыка помогает в личной терапии. Вообще, немножечко предыстории, да, расскажу. Я работаю с психоаналитиком. В психоанализе я уже 2,5 года, уже, ну, почти 3 года, в июле будет. И пошла я туда с довольно таким четким запросом, потому что это вот то же самое про то, что никто никогда не видит обратную сторону. Я тогда только перешла заниматься музыкой, и, по сути, я отбросила все свои старые уставы, которые во мне были очень сильные, потому что у меня очень авторитарная мать, у меня там консервативная семья, которая не поддерживала мои музыкальные начинания вообще. То есть это было ножи, мне там кидали фразы типа «почему ты не можешь быть нормальной?», «да почему ты замуж не выйдешь, как все нормальные?». Детей не родишь. Дети, ипотека, там вот это все. Да. Да ты пожалеешь об этом. И когда тебе свои самые близкие люди говорят, что ты пожалеешь о своем решении, это просто расшатывает твою психику очень сильно. Но я все равно собрала, то есть, понимаешь, вот это то, что мы говорили, какой-то внутренний стержень, который все равно я такая, нет, я хочу заниматься музыкой, и я ушла все равно. Но внутренние конфликты, ну, как бы как бы все внутренние Никуда вот не эти. уйдет, да. Конечно, и это все мне сильно дало, и у меня адски поднялась тревожность. Я, в принципе, тревожный человек, но сейчас я вот справляюсь со своей тревожностью. У меня поднялась адская тревожность, и, знаешь, я пошла в терапию, когда я сижу на кровати, и у меня вот тут какой-то ком, вот прям физическое ощущение, и я такая, блин, все так, и тревожность, прям, знаешь, такая, что меня колошматит, потому что я только тогда с тура вернулась, да, и тут я понимаю, что все, типа, вот это, короче, и у меня вот очень сильные вот эти моменты были, но я с больше с адской тревожностью из-за смены вот деятельности своей пошла. Вот, и это как раз вот эта обратная сторона, которую никто не видит. Все же видят Назиру, которая такая смелая, которая такая решилась. Никогда не бывает одних сторон. И чем сильнее решение, тем сильнее вот обратная сторона его. Крайность Вот. еще больше. Да, и то есть я пошла в психоанализ с этим. И, конечно же, там уже вскрылась куча всего, с которым мы начали работать. Я в начале, там, почти 8-9 месяцев, я ходила 2 раза в неделю на психоанализ. Да, потому что мы прям, ну, там куча всего, то есть с адской моей тревожностью справляться, с какими-то моими установками, которые мне ужасно мешают жить, учиться слушать себя. То есть раньше я вообще не умела себя слушать. Вот помнишь, мы говорили с тобой про шаблоны, которым говорит нам жить общество? То есть я себя винила, что мне там 27 лет, я не замужем. Я себя винила, что почему я не могу быть так, как все. Я себя винила, почему там, типа, вот есть правильный путь, а почему я иду не по неправильному. То есть вот это адское чувство вины, направленное на себя, и с вот этим совсем справляться и слушать себя, свои эмоции. Вот, то есть то, что я сейчас могу себе позволить лежать на диване, это, по сути, вот это весь психоанализ. То есть какие-то прощать себя, учиться. И я не говорю, что я все еще решу. То есть я в процессе. Я иногда, типа, делаю какие-то решения, которые там, возможно, они именно не лучшие в мою сторону, да, но я разрешаю себе ошибки делать, я разрешаю себе там поступать как-то, как, возможно, возможно, раньше бы я себя осуждала и потом начинала бы тревожиться по этому поводу, да, доверять себе больше. И вот я уже живу вот этим именно, ну, чуть больше, чем раньше, знаешь, или там, ну, значит, в какую-то сторону, ну, значит, я куда-то решаю. Пусть я сейчас не в том месте, где я хочу быть, да, но я хотя бы двигаюсь к тому месту. И вот это мне очень сильно помогает психоанализ. Но сейчас у меня нету такого. То есть, мне кажется, в принципе, отношение к терапии в нашем обществе немножечко, ну, я знаю, что ты, наверное, уже про это даже говорил, но ну, типа, что оно очень такое, стигма, да, какая-то есть, что, типа, вот там к терапевту ходят только там люди, Психи, да, да. психи, и вот это все. Я не псих, ну, типа, реально. И, по сути, там явно ярых вопросов, которые мне мешают сейчас жить, их нет. Но я не скажу, что я решила все свои внутренние конфликты. И вот я хожу, и, знаешь, вот раз в неделю сходить к психоаналитику и просто высказать ему все, что происходит в своей жизни, это все равно классно, да, и поэтому я продолжаю, я двигаюсь, наверное, к
тому человеку, который Которым хочешь быть. которым хочу быть, наверное. Или вот да, то есть, или каким-то вещам, которые хочу. Я хочу быть очень чуткой к себе. Мне кажется, просто когда ты любишь себя, чуток к себе, умеешь себя слышать, это и к другим отходит. Ну, то есть ты с другими же начинаешь. То есть я даже вижу, насколько психоанализ повлиял на мои отношения с другими, на меня в этом мире, на себя, короче, вот это все, да. Вот. А именно с музыкой, музыка, она мне помогает тем, что она мне помогает слышать себя, потому что музыка для меня это суперэмоциональная тема. И у меня, знаешь, там бывают случаи, когда я чувствую, что вот у меня до сих пор есть проблема с проживанием эмоций, да, и это, ну, например, это не то, что мешает, да, иногда бывает, что, типа, вот мне трудно проживать. Вот я тебе сейчас рассказывала, что там у меня были какие-то там личные отношения, которые на самом деле очень сильно меня ранили, и я вот только сейчас могу до них дойти и прожить эту скорбь, да, потому что, а это же, по сути, вот это моя боязнь какие-то чувства проживать, и музыка это мне помогает. Ты знаешь, сижу и думаю, блин, как грустно, и я не пойму, из-за чего мне грустно, но мне грустно. И, знаешь, перед тем, как понять, я понимаю, что я даже не могу расплакаться. И я включаю какую-нибудь грустную песню, которая, там у меня есть любимое произведение, грустное, да, я включаю и плачу, и вот мне становится легче. Или там, знаешь, иногда вот я слушаю, и я играю, даже когда, я почему играть начала, мне кажется, я потому что начала играть очень давно. Я играть начала, и вот эти вот чувства, которые во мне музыка как бы вдохновляла, это те чувства, которые я не могла прожить. То есть я хотела свободы, поэтому я чувствовала свободу. А я, значит, была вот в этом консервативном своем прошлом, и оно меня не отпускало. И вот эти моменты, то есть музыка мне помогает слышать себя. Реально. Да. Я вот смотрела, знаешь, на Теди твое выступление, и ты там написала музыку, да, «Орал», по-моему, он называется, и мне понравилась твоя фраза: «Становясь ближе к музыке, вы становитесь ближе к себе». Да, потому что я, знаешь, много лет вообще не слушала музыку, потому что у меня мама болеет эпилепсией. А ты слышала, когда перед приступом у них такой звук? Ну, то есть они, короче, издают такой звук, у них, ну, не у всех, наверное, но у моей мамы, короче. А мне все время нужно было слышать, что у нее, короче, этот приступ, потому что если она проглотит язык, она умрет. И у меня вообще все звуки начинали триггерить, поэтому я очень много лет не слушала музыку. И вот недавно я начала слушать музыку, я поняла, боже, я такой меланхолик. Мой весь плейлист какие-то грустные песни. Да, вот, и даже когда расстанешься, нужно просидеть, это Лана Дель Рей включить. Слушать, конечно. Young and Beautiful. Да, у меня музыка в любой период моей жизни есть. И счастлива, и несчастлива, всегда что-нибудь играю. Да, но я думаю, что некоторые люди иногда не понимают, это называется дефлексия, когда человек слушает, вот ты говорила, и не понимает, что чувствует. Вот, и я думаю, что благодаря там терапии, да, и музыке ты это совместила, теперь, типа, понимаешь, я чувствую вот это, да, и там, типа, какой-то акцент на своих чувствах. Блин, да, вот, кстати, чувство, потому что вот, мне кажется, я росла, то есть, мне кажется, это, в принципе, в советских семьях очень распространено. Нас не учат нормально распознавать свои чувства и эмоции. И даже давят, да, некоторые, вот там, агрессия — это плохо, быть злой — это плохо. А нельзя давить свои чувства. И я не умела даже идентифицировать. И психоаналитикам, я помню, вот, типа, очень большая часть была, когда он сидит, что вы чувствуете? А я не могу ему сказать, что я чувствую. А сейчас я могу сказать, вот это. И это классно. И мне кажется, это прям скилл, который очень многим надо учить, и учиться это проживать. И до сих пор учусь. Иногда получается, иногда нет, но лучше, чем раньше. Да, и классно, спасибо, что подметила вот это, поделилась своим опытом про личную терапию. Я думаю, это очень важно, поскольку, да, вот эта стигма, особенно в Казахстане, я думаю, до сих пор остается. Особенно, я думаю, среди мужчин, да, это, по-моему. Да. Женщины, конечно, у нас более такие, ну, пытаются что-то там, саморазвитие, курсы, блин, минет. Да. Раскрытие энергетики. Да, все как надо. Да, но мужчины как бы у нас не в этом, но в любом случае классно, спасибо, что поделилась насчет того, что ты ходишь в терапию, что это такой большой путь. И насчет того, что когда начинаешь выбирать себя, да, вот ты делилась опытом, что когда ты выбираешь свой путь, и когда твои близкие против тебя, это реально тяжело. Это тяжело, это очень тяжело. И я думаю, вот эти, когда тревожности повышаются, мы начинаем там себя гнобить, да, я думаю, это же агрессия, направленная на себя. Это, конечно.
вот эту агрессию мы можем направить вовне и вот начать что-то делать, Да, да? То есть да. то, что ты взяла и направила, эффективная агрессия. Эффективная, да, Да, да. то есть, Здоровая такая агрессия. Да, то есть агрессию нужно не на себя заворачивать, а вот на мир, когда ты отстаиваешь свои границы, делаешь то, что тебе нравится, да. И мне понравилось, что ты подметила, что люди, да, опять не знают этой второй, да, стороны, что думают, вот она такая сильная, Да, крутая. что, вот я родилась Да. на щите Да, просто. да, с голубой такой. Мне кажется, всегда, типа, все тарелочка. же в балансе, вот это люди тоже не понимают. Это даже не про то, что мир двойной, но, типа, всегда есть баланс. И если вот, типа, чем сильнее человек, тем он слабее, по сути. Ну, типа, знаешь, вот я с этим тоже сталкиваюсь. Даже вот у меня, когда я на самом деле очень закрытый человек. То есть я открытый человек, но в то же время я закрытый человек. Это очень, очень странно. И это для меня самой было секрет, ну, типа, сюрпризом, что, типа, я закрытый человек, оказывается. И я, в принципе, вот, типа, близких друзей очень избирательно к себе людей подпускаю, да, потому что я ранимая, на самом деле, очень сильно. И вот, и, короче, сори, я что-то даже, я расчувствовалась и забыла, что я хотела сказать. Ну и вот, и я иногда показываю свою слабость, и люди не могут с этим справиться, потому что вот у них в голове я же вот такая. И вот даже с тобой, понимаешь, я с тобой, когда переписываюсь, я же пыталась снова отложить, это то же самое, как это говорят? Избегание, Избегание, да. Типа, когда ты показываешь свою слабость, это, типа, считается вот все. И вот люди некоторые, вот им мне всегда нужна была такая, типа... Сильная, да, все может. А я не такая всегда, ну, типа, я не 24/7 такая. Если во мне есть такая сторона, то, значит, во мне есть и слабая сторона. И это нормально, это люди, это по-человечески быть разным. Вот, типа, да. И поэтому, мне кажется, когда ты думаешь, что вот человек ну, типа, вот односторонний какой-то, это всегда... Или видишь только одну сторону. Да, я тебя абсолютно понимаю. Я тоже думаю, я когда вообще все этим начала разбираться, я понимаю, что людям, оказывается, я слабая не нужна даже. Ну, Да. то есть я офигела. То есть какие-то друзья такие, они вообще как будто меня не принимали слабой, то есть привыкли к тому, что я там все решаю, все время делаю. И потом, когда я поняла, что слабость, оказывается, это и есть сила. Это сила, да. Да. Я вот до сих пор с этим тоже, знаешь, со своей ранимостью, слабостью, типа, до конца не принимаю, но учусь тоже. Да, ну я думаю, что это вообще прям круто иногда быть слабым, Конечно. позволять себе, особенно в отношениях, я Прикинь, думаю. сильным может быть, по сути, ну, типа, сильным быть это нормально. В нашем обществе сила это нормально, а вот Мгм. слабость у нас, типа, ну, типа, не принимается особо. Да, даже не слабость, я бы сказала, знаешь, а про уязвимость, да, Уязвимость, какую? да, слабость это уязвимость, ранимость. То есть то, что ты не просто постоянно вот ты неуязвим, а то, что ты уязвим. Да. Это вот типа, принять это очень тяжело. Я честно скажу, я до сих пор свою уязвимость, ранимость до конца не принимаю. То есть я уже нащупала, знаешь, говорят, что типа, что хотя бы я уже понимаю, что я это не принимаю, уже какой-то шаг. Да, Но, типа, большой но шаг. я учусь это принимать. Мгм, классно. Я очень благодарна тебе, что ты все-таки пришла, ну, как бы, там, не побоялась быть Тебе уязвимой, спасибо, да. что позвала, я давно хотела, да. Спасибо. Блин, это вообще очень круто. Я вот когда делала именно проект про мужчин, я не знаю, ты видела или нет, вот там я была в одежде, а мужчина был Видела, да, видела. без одежды, как бы про уязвимость мужчин. То есть для меня тоже очень важно, чтобы человек, который со мной, он мог быть уязвимым. Ну, то есть не боялся показать мне свою уязвимость, потому что, ну, то есть я тоже не хочу ее скрывать, потому Мгм. что я тоже очень там искренне, там, чувствительная, да, где-то, может, эмоциональная. Я думаю, это абсолютно нормально. Я думаю, это всем присуще, просто настолько нас закрыли в детстве, и мы сейчас только ищем путь к себе какой-то, пытаемся проложить. Конечно, нас это прям такая большая дорога. И мне кажется, в принципе, вот этот путь к себе проложить, это очень тоже большой силы требует. И мне кажется, ну, типа, людям побольше надо за это браться. И мы сейчас заживем, знаешь, как эти Да. картинки же есть мемы. До того, как люди вошли в психотерапию, после вот этот мир, который там весь Да. такой красивый. Но мне на самом деле очень сложно стало общаться с людьми, которые не в терапии, потому что они не такие рефлексивные и там пытаются часто подавить, и я такая сразу такой старый какой-то свой паттерн проваливаюсь, такая Да, закрыться. вот это. Блин, прикольно, что ты про проваливаюсь сказала, потому что проваливаюсь это прям такая тема, которую ты реально делаешь, если вот, ну, у меня тоже такое бывает, я Да, проваливаюсь прям. особенно с родителями, я заметила, вот с родственниками какими-то. И мне, знаешь, понравилась твоя фраза, вот ты сказала тоже на теде, учиться у старого и создавать новое. Я думаю, это про то, что вот родители, они могли, ну, они делали, что могли, они Конечно. любили нас, как могли, они научили нас тому, чтобы мы Да. выжили, и если мы выжили до этого момента, значит, это нам нужно было. Конечно. И сейчас мы в осознанном возрасте, который можем что-то изменить и, не знаю, Да, сделать по-другому. да, я согласна с тобой. Вот это, знаешь, это, мне кажется, проблема с родителями, она есть практически у всех. Ну, то есть не проблема, ну, то есть вот эти взаимоотношения, да, какие-то. И у меня, ну, то есть это тоже я решала в психоанализе, я там прощала свою маму, да, мы еще что-то.
я перестала винить родителей, и то есть, мне кажется, ну, то есть, как самый большой шаг, который ты должен сделать, ты должен понять, что ты взрослый, они не суперлюди. Ты сам человек, они люди, они делали, что, вот как ты правильно сказала, делали, что могли, любили, как могли. У меня родители безумно любят. Да, пусть они там Не детские понимаю, травмы какие-то, что-то еще. Но они это не делают, чтобы мне навредить. Они делали это, потому что они действительно думают, что так лучше. Они пытались меня защитить, еще что-то. Это же классно. И да, в моих руках уже, как взрослому человеку, если какие-то паттерны, они там мне уже не работают, я хочу жить по-другому, то их, ну, разучиваться, ну, потратить время, там, не знаю, силы, поплакать, сопротивление, что там еще? Что там еще? Что еще можно Что там еще по веселью? Вот, ну, я думаю, вот эта вот твоя фраза, она реально учиться у старого и создавать новое, да, это действительно на этом, да, то, что мы учимся, то, что нам родители дали. Конечно. И я думаю, что там то, что у тебя стержень, да, какой-то есть, это же все благодаря тому, что там родители когда-то в тебя вложили очень многое, и сейчас ты вот этим пробиваешь себе Да. дорогу. И даже сейчас мои родители в итоге, ну, на самом деле, у меня больше, знаешь, папа, он у меня всегда, ой, Назира делает, что хочет. Она знает, что делать, знаешь, вот как с 3 лет я начала, он меня до 5 лет на шее таскал. Он говорит, папа, я просто дочь, которая ничего плохого сделать в этой жизни не может. Ну, у меня вот такой отец. Вот. А вот мама, у меня мама очень требовательная, да, и даже она уже, знаешь, я просто с ней, ты знаешь, вот это отстаивание границ, которое я проходила, даже вот психоанализу, это же тоже было про отстаивание границ, потому что у нас с мамой были очень размытые границы, где она могла, ну, читала правильно, что может мне там 27-летний говорить, что делать в своей жизни, да, и вот это отстаивание, оно было, и мы разговаривали, то есть есть же там разные моменты, то есть есть те, кто говорят, вот я больше с ними не буду разговаривать, потому что они плохие. Я так не хотела, я очень люблю своих родителей, ну, маму, да, там, папу. И я не хотела так, я хотела это производить в диалоге. И сейчас вот, например, моя мама супер онборд со всем, что я делаю. Она мне рассказывает, как она мной гордится, какая я у нее молодец, хороших тебе выступлений, дочь. То есть в диалоге она поняла, что типа, мам, не надо меня больше защищать, я беру ответственность за свою жизнь, это моя жизнь, я понимаю, что она не, тебе может как-то, ты ее не одобряешь, возможно, ты внуков хочешь, там что-то, но это моя жизнь. Я человек, я отдельно. И вот это все, и у нас как-то все по-любому. И сейчас мама там у меня самый большой черлидер, мы тобой так гордимся, ты нам ничего не должна, там вот это все, вот это все. И она уже это почувствовала. И мне кажется, это вот эта позиция, в которой ты сам тоже должен с этим работать. Да, я думаю, это как ты ранее упоминала, что вот когда берешь ответственность за свою жизнь, да, когда вот Это самое работаешь, сложное. когда ты сам работаешь над собой, только тогда твое окружение, да, меняется. И Меняется. вообще твоя жизнь меняется только когда ты на себе акцент сделал Да. и проработал себя. Да, с этим тоже, кстати, проблема с выбором себя тоже. То есть все всегда думают, что вот ты пошел в терапию и все, только вперед, только вперед. Откидывай не на... Я там последний раз вот у меня были там отношения, в которых я реально не выбрала себя, да, и типа каждый раз, то есть ты будешь проваливаться, ты будешь там еще что-то, это бывает, ну типа, ну по крайней мере стараться, выгребать и снова это делать, и вот это не сдаваться, но выбирать себя, мне кажется, это самое первое правило, которое ты должна. Да, классно. Спасибо тебе за вот этот хайлайт, то, что ты сказала, что откидывают, и это абсолютно нормально, там не думайте, что вы пойдете в терапию, там такой апгрейд за один день. Да, год просто, и там, за год примерно, мне кажется, только самый верхний там. Да, чуть-чуть. Да, чуть-чуть. Просто да, мне нравится, я сходила на терапию 2 раза, все проблемы решила. Да. Вау, как это, расскажи, я тоже хочу. Да, молодец. Все, не общаюсь с ним. Да. Отрицание. Вот ты несколько раз уже обсуждала в диалоге, рассказывала про отношения. Расскажи, пожалуйста, что такое для тебя любовь? И знаешь, еще в Теде ты упоминала Эриха Фрома. Согласна ли ты с его концептом любви? Вот знаешь, мне кажется, вообще, в принципе, для меня все про любовь. И музыка для меня про любовь. И там с людьми общение для меня про любовь. Я согласна с Фромом в том, что, ну, он тоже, мне кажется, примерно рядом со мной, ну, типа, про то, что я говорю, тем, что разная любовь, и она по-разному проявляется, да. И вот для меня тоже вот весь мир — это у меня про любовь и страх. Странно, да, короче, у меня реально все про любовь и страх, да. И но я до сих пор тебе не могу сказать, что такое любовь. И я вот иногда сижу и думаю, вот там своих бывших партнеров, любила ли я? А я такая, а что значит любить? И вот мне кажется, вот знаешь, в принципе, во всей моей терапии, вот сейчас я куда-то иду, да, там я меняю паттерны, я меняю там свои взгляды, себя, да, там учусь. Но глобальная моя цель — это научиться любить себя, других, вот искренне как-то. И я не уверена, что я сейчас это умею делать. И мне кажется, в принципе, мало кто в нашей жизни умеет искренне любить. Мне кажется, вот я реально даже вот пытаюсь... Но с другой стороны, я тебе и не могу сказать, что такое любить, понимаешь? Это для меня настолько какая-то материя непонятная, что
что я даже не могу тебе сказать. Но какие-то идеи, вот Эрих Фром там, да, говорит о том, что если ты любишь одного человека, то ты любишь весь мир, да, там, о любви к себе. И вот с этим я согласна, что, типа, когда ты любишь себя, ты любишь других. И когда ты любишь других, тебе нет разницы, типа, ты любишь одного человека, но через этого человека ты любишь всех. И звучит немного странно, или там даже немного хиппи, да, что-то в этом роде, но мне кажется, это правда есть. Ты, наверное, это такая, когда ты, вот у тебя есть человек, но вот когда ты полон собой, да, там вот ты любишь себя, мне кажется, все начинается с любви к себе реально. Когда ты любишь себя, ты просто разрешаешь людям быть с собой. Вот ты как будто бы не требуешь ничего. Вот мне кажется, в принципе, у нас постоянно, вот, ну, типа, у меня вот постоянно ожидание, там какая-то созависимость, что-то еще, эмоциональность, вот это все начинает вверх брать, и мы думаем, что это любовь. А это на самом деле, ну, типа, мне кажется, это не любовь, это куча всего. Возможно, там и любовь есть, но просто она под вот этой всей шелухой куда-то топится, и ты вообще уже не понимаешь, что ты делаешь, да. Вот. И, наверное, это вот это, когда ты любишь себя, то тебе, по сути, вот функционально другой человек не нужен. То есть другой человек для тебя не функция, другой человек — это для тебя человек, которого ты любишь, и ты хочешь, чтобы он был рядом. Но если он уйдет, это тоже неплохо. Ты от него ничего не ждешь. И вот это вот бескорыстие, какая-то искренность, наверное, для меня вот эта любовь. И это вот, наверное, вот это искреннее какое-то умение любить. Я не знаю, я сейчас немножечко очень вот так вот рассказала, но потому что я все равно любовь вот так вот и понимаю. Спасибо, что ты поделилась. Сори, я доскажу. И вот насчет того, что я говорю, что для меня все любовь. Вот, наверное, мое понимание любви сейчас чаще, ну, типа, чище всего, наиболее ярко, нет, не чисто, а наиболее точно в моей жизни любовь с музыкой. Потому что я от нее ничего не требую, она от меня ничего не требует. Вот мы вместе кайфуем, типа, ну, я, конечно, не знаю, там музыка кайфует, нет, но, типа, вот я просто играю, и вот я от этого... И мне кажется, вот это самая искренняя любовь в моей жизни на данный момент. Вот, и я учусь это, наверное, в себе, потому что я, ну, как бы, раньше я могу сказать правду, наверное, из-за вот, когда агрессия на себя, вина на себя, еще что-то, ты себя не любишь, по сути. Я себя уважала, я собой гордилась, там, что угодно. Вот, наверное, сейчас я чувствую, что я себя люблю. Пусть не на 100%, но я люблю себя. Даже вот разрешение себе ничего не делать, то есть я учусь себя слышать, там, еще что-то, ставлю себя. Это же тоже любовь. Да. И вот мне кажется, через там вот это все когда-нибудь научусь любить, как Эрих Фром писал. Да, я с тобой согласна насчет того, что, да, когда мы бескорыстно, да, так сами хотим кого-то любить. Ну, вот сами хотим, это же intention внутренний какой-то на это идет. А не вот эти... Я тоже была долго в отношениях, и я думаю, что это была больше какая-то созависимость, и что-то детская реально любовь. Точно не взрослая любовь, это да. Вот, да, еще знаешь, вот сейчас хотела сказать, мне кажется, еще люди не понимают, что любовь, все путают любовь со страстью там, или с вот содержимостью какой-то. Но мне кажется, вот для меня любовь — это действие. Типа вот ты, когда любишь, ты что-то делаешь, и любви научиться можно, да, то есть какие-то вещи, то есть вот я реально думаю, что любить можно научиться, потому что это есть в нас во всех. То есть это наше базовое стремление в жизни — любить и быть любимым, да. Но из-за того, что вот там общество, воспитание, еще что-то, это все это настолько растерялось, это может даже не учиться этому, а расчистить это. И типа вот расчистить, чтобы максимально уметь любить. И вот с этим надо работать. И любить — это действие. Для меня это чувство, но плюс действие, наверное. Вот ты знаешь про 5 языков любви? Наверное, нет. Там... Я забыла, как автор... Эрик Чепман, он написал вот книгу «5 языков любви». То есть у каждого человека есть язык, который преобладает. То есть, допустим, у тебя, наверное, он действие, у кого-то подарки, у кого-то внимание. У меня действие, и мне кажется, еще очень сильно физический контакт для меня важен. Да, тоже, да, есть физический контакт. А вот, ну, для меня я очень люблю там качественное проведенное время. Мне бесит, когда я с кем-то встречаюсь, кто-то в телефоне сидит. Ужасно это раздражает. Даже с друзьями, мне кажется, хватит. Ты что, весь день не засиделся в WhatsApp? Вот, и, ну, это очень круто, то, что ты рассказала про любовь, да, то, что вот действительно вот это расчистить, мне кажется, да, у нас иннер у всех, по-моему, это есть. Конечно. Желание любить и давать любовь, но я поняла, что нас, когда растили, мы настолько, видимо, не получили любви, что сейчас мы хотим наполниться просто этой любовью. Я недавно, кстати, Ошу слушала на эту тему, я поняла, что он говорил,
то, что мы когда наполняемся любовью, мы потом ею можем поделиться с другим человеком. Да. Я даже как будто начала понимать, что вот я развилась почти уже год назад, и я понимаю, как будто я наполнилась, и как будто я могу поделиться, а до этого я как будто нет. Ну, то есть мне самой себе даже не хватало. Конечно, это всегда 100%. Я, например, супер, ну, типа, вот когда у меня какие-то турбулентные периоды, я раньше думала, что я боюсь одиночества, а я на самом деле люблю одиночество. И для меня вот это вот, чтобы уйти немного в гибернацию, чтобы меня никто не, ну, типа вот, Не чтобы трогал, да. наполниться, да, это, Да. это очень важно. Или, типа, знаешь, когда у меня вот большое там потрясение, вот как я тебе рассказала, там что-то случилось, и то, что я сейчас только проживаю, да, какой-то там... Для меня очень важно было наполниться самой, чтобы даже... Потому что ты же мне первый раз там в августе написала, я Да, тебе да. такая, блин, Бахтубала, сейчас не могу разговаривать, у меня там странный период в жизни. И вот, и потом я тебе только в декабре сама написала. Вот, кажется, и это же то же самое, типа, я же делюсь сейчас, а тогда я была не в состоянии, просто потому что у меня внутри была вот это вот непонятно. Да. Мне кажется, это очень крутой пример заботы о себе. Ну, то есть это то, что ты у тебя услышала, ты себе позволила, там, не побежала сразу, да, ну, это очень крутой пример, по-моему. И знаешь, про вот то, что про Ошу, кстати, тоже про это говорил, то, что мы вот даже когда в отношениях, иногда хочется отдалиться от человека, то, чтобы побыть себе. Ну, мы как сосуд, реально, мы чуть-чуть уходит от нас, потом мы снова наполняемся. И, ну, короче, жизнь же всегда такая флуктуация. И это абсолютно нормально. То есть нам же привыкли показывать вот эти деструктивную любовь, эту страсть Да. всё время, и то, что надо любить друг друга, и 24/7 быть да. вместе, господи. На самом деле вообще вот это поодаль быть от друг друга, это вообще самая классная, по-моему, практика, тогда и Да. любовь нормальная становится. Вот. Скажи, пожалуйста, ты бы хотела отношений, и как для тебя бы выглядели, ну, там, не знаю, ну, не идеальные, но, наверное, какие-то отношения, которые ты бы хотела? Какие качества для тебя важны? Возможно? Вот знаешь, короче, я бы, вот если мы говорим прям вот конкретно сейчас, период в моей жизни, я бы навряд ли хотела отношений. То есть мне сейчас нравится ходить веселиться, там, может, там, какие-то связи, да, но без вот там построения чего-то, потому что у меня сейчас такой период, наверное, я немного перевариваю прошедшие 2 года, там, еще что-то, насколько это для меня было трудно, там, какие-то вещи, которые я прям откладывала, да, там, еще что-то. И просто вот я чувствую, что сейчас период, когда я хочу быть собой. И я не хочу там, у меня, знаешь, раньше постоянно было, что вот куда-то я спешу, вот типа там, у нас же есть вот эти, в казахстанском особенно обществе, вот эти часы, в 25 ты должна быть жената, в 27 у тебя первый ребенок. Дом, ипотека, Да, всё. дом, ипотека, в 30 все, старая дева, то есть мне уже Всё, умри. 30, да, и я такая всегда, прекрасный период, потому что в 30 у меня же консервативная семья с кучей родственников, они от меня отстали, они решили, что я долбанутая дочка этого семейства, и, короче, они даже меня не спрашивают ничего уже, понимаешь? Прекрасно. Ребята, кто там, продержитесь 3 года, и от вас отстанут. Вот. И, короче, и вот сейчас, наверное, я бы не хотела отношений. То есть, нет, знаешь, если что-то, вот, знаешь, вот если я там, как в кино, зайду куда-то, и вот мы встретимся Глаза. взглядами, вот это, я не буду это отталкивать, да, но именно там искать что-то, там, знаешь, Тиндер загружать, я не знаю, на свиданиях, еще что-то вот прям активно искать, я сейчас, наверное, не хочу. Вот. А именно по отношениям, но чтобы мне, ну, то есть, что я считаю, знаешь, базовая вещь для меня, от которой я, честно говоря, иногда отказываюсь в ущерб себе, в итоге получается, это взаимность. То есть, мне кажется, если у тебя есть взаимность, все люди разные, никогда не будет идеальных партнеров. То есть кто-то там, блин, ну вот что-то всегда, то есть я не думаю, что вот можно построить лист качеств, которые вот типа мне нужны в идеальном. Ну, конечно, там базовый, там, не абьюзер, не бьет меня и все такое, ну вот это ладно. И то абьюз — это тоже такая тема, эмоциональный абьюз, он бывает разным же, конечно, и все такое. Но типа, ну, не бьет меня, и вот это все, это базовые вещи, но для меня взаимность, потому что мне кажется, когда есть взаимность, например, у меня были там отношения, в которых вроде была взаимность, но она не была взаимностью, то есть ни на одном уровне, ну, то есть, по сути, это были односторонние такие отношения. И когда есть взаимность, мне кажется, вы будете стараться, ну, типа, вот коммититься в отношениях. коммититься, да, то есть, и будете стараться находить в диалоге там или как-то еще, что вот находить общие эти, а когда нет взаимности, это будет просто гонка в одну сторону, которая у меня была, и типа, да, было это, и я не скрываю этого. И будет гонка в одну сторону, где ты бежишь за человеком, и он как бы в итоге ты шизанутый, там, типа, ты там истеричка и все такое, и что-то себе придумываешь, да, вот эти вот темы все. А когда есть взаимность, даже если у всех есть там какие-то травмы, вы будете что-то отыгрывать детское свое, что-то еще, всегда все это будет, или там какие-то кризисные ситуации. Мне кажется, вот типа после 3 месяцев, да, в среднем, начинается тоже, узнаешь друг друга, и вот это все начинает вылазить.
ты не найдешь себе идеального. Ну вот я не верю, что есть идеальный партнер. Или я не верю в soulmate. Я не верю, что у нас только один человек, который там... но и когда вы взаимны, вы можете это все обсудить, вы можете... И вот для меня единственное то, что мне надо, это взаимность. И наверное, какая-то сексуальное влечение. Совместимость, да? Даже не совместимость, да, совместимость, влечение, как хочешь это можно назвать. Да, то есть сексуальное влечение и зависимость, потому что на первоначальном этапе это же все, по сути, вот это вот, типа, вас тянет друг к другу, а потом вы уже начинаете что-то строить. И вот на этом этапе это уже взаимность, чтобы вы могли там уже вот это все выстраивать. Да, это интересно про взаимность, я про это никогда не задумывалась. Ну да, что когда человек оба готовы коммититься в отношения. Да, это типа на одном уровне, значит, вы примерно находитесь там вот. Ну, я, знаешь, я думаю, это к любым можно отношениям применить, потому что у меня сейчас кризис 30, там, понимаешь, там, друзья новые, и я такая... Дружба — это когда все хотят коммититься. В дружбе это Ну, тоже, по сути, да. да, это То есть, типа, мне там выбирают время, да, тоже там уделяют, кто-то приходит, да. Ну, то есть я тоже выделяю время, чтобы с этим человеком встретиться. Это тоже такой коммитмент. Да. Но для меня отношения еще как-то про принятие, что ли, чтобы принимали меня такой, какой я есть. Потому что я понимаю, что в предыдущих моих отношениях как-то, я же была замужем, и как бы мой бывший муж как будто не принимал вот эти части во мне некоторые, ему было с ними тяжело. Вот. Но это, видишь, опять-таки, мне кажется, принятие это уже такая истекающая, вытекает из взаимности. Вот вы взаимны, то есть вы понимаете, что вот вы коммититесь, вы готовы строить что-то, и человек начинает понимать, что вот что там что-то, вот это, и ты говоришь ему, ну слушай, да, я вот там супер властная, да, там, или там супер эмоциональная, но я такая. И если вот это есть, то он уже пытается принять, если для него это как-то, или там для тебя что-то не критично. И ты такая, да, окей, там тебя бесит, что я там что-то делаю, да, и вы начинаете с этим работать. Вот это, типа, мне кажется, принятие это уже такое вытекающее из вот этого, потому что, ну да, если это, ну, типа, ты будешь хотеть с этим человеком быть, ты будешь его принимать, типа, какие-то вещи, ну, в человеке не поменяешь, ну, вот такой человек, и все. Да. Ну, да, я думаю, что если человек вообще не понимает, что с ним происходит, это вообще какой-то пипец, по-моему, потому что, ну, то есть, как тебя человек примет, если ты сам себя не знаешь? Конечно. Да? Поэтому так важен вот этот период, когда ты не с родителями, ты не в отношениях, ты сам себя пытаешься вообще понять, в принципе понять, да? Ну, и принять, потому что не все же части вот... Ну, ой, принять это вообще... Да, потому что я недавно вот тоже такая осознала, что мне очень сложно принять свою амбициозность, то, что я вечно что-то хочу такая, и мне так стало, почему, думаю, почему ты не можешь быть как все? Да, сидеть дома. Вот это, блин, как все, это просто, мне кажется, надо выкинуть. Что значит как все? Ну, все как нормальный человек. Да, у меня тоже есть такое, как нормально. Почему ты не можешь быть как все? Ну, не могу, блядь, ну что сделать? Ну, вот что я с этим сделаю? Наоборот, знаешь, я недавно вот это тоже, кстати, в себе приняла, что, ну, не как все. Ну, типа, и это даже не с точки зрения, что это... Да, типа, ну, вот у меня такая жизнь. Ну, и типа, знаешь, я люблю эмоциональность, я люблю адреналин, я люблю там хрень всякую. Ну, ты же расхлебываешь потом, делай, господи, делай что-то там. И вот я поняла, что иногда вот я люблю спокойствие, я хочу, чтобы меня никто не трогал 4 месяца, и хочу там булочки печь. А иногда я хочу там, типа, каждый день такой аттракцион устраивать, что мама не горю. И это я. Ну, типа, ну что я сделаю? И вот с этим учусь жить, понимаешь? Да, это так важно, вот эти все вещи принимать. Я думаю, это еще про выбор и ответственность, когда ты берешь ответственность за свои поступки, да, потому что, выбирая свои качества, да, ну, мы их принимаем, но и мы несем ответственность за то, что мы делаем. Ты перестаешь винить все вокруг тебя. Это такое внутреннее, когда ты понимаешь, что все в твоих руках, но в то же время очень многое, типа, не в твоих руках, но ты хотя бы вот берешь. И мне кажется, вот это самый такой страшный момент, потому что многие не хотят брать ответственность. Да. Там есть люди, которые там всю жизнь отсепарированы от родителей, потому что когда ты не отсепарирован, родители за тебя, то есть вот тебе уже 50 лет, а твоей маме 70, но виновата во всем она. Понимаешь? А когда ты берешь, типа, когда ты начинаешь делать, это очень страшный шаг. Я тоже, знаешь, такая сидела, у меня... Бывают же вот эти точки невозврата или катарсиса? У меня таких 2 было. Когда я такая, один раз я поняла, что я за всю ответственность в своей жизни. Я такая, я не хочу, можно обратно? Нет, давайте забудем вот это все, что... Я больше не хочу. Не надо. Я не хочу. Типа, знаешь, легче других винить во всем. А когда ты такой сидишь и берешь, типа, блин, даже вот там ситуация, когда у меня там отношения абьюзивные были. Я всегда считаю, что абьюзивных отношений односторонних не бывает. Типа, если абьюз есть в твою сторону, значит, абьюз был и в другую сторону. Это там вот этот треугольник, все такое. И ты берешь ответственность, и потом, типа, как бы это, знаешь, сейчас я тоже скажу немного на границе с виктим-блеймингом, но, типа, взять ответственность, что я же находилась в этих отношениях. Да, из некоторых очень трудно выйти.
но, типа, я находилась, и, типа, вот эти какие-то вещи, но это конечно, не освобождает другого человека от того, как он себя вел, или там не освобождает от того, что да, ты понимаешь, что ты ответственен за все, но, с другой стороны, это не освобождает тебя от эмоций трудных или чувств, которые у тебя есть. Абсолютно согласна. Это действительно про взрослость, когда мы берем ответственность в свои руки. Да, я тоже не за victim-blaming, но в любом случае жертва абьюза все равно за себя несет ответственность. Конечно. Если ты позволяешь себя так с собой вести, значит, ты это Да. позволяешь, а не он это делает. Конечно, да. Но типа, в этих ситуациях, мне кажется, очень трудно. То есть, мне кажется, там бывает совсем критически, когда там бьют, еще Да, что-то. да, Или там вот я я иногда разговариваю, у меня есть подруги, которые тоже находятся в абьюзивных отношениях, и подруга, да, и я вижу, что я с ней разговариваю, я ей даю поддержку ту, которую могу, но я вижу, насколько ей трудно из этого выйти. И то есть я думаю, что это вот так вот происходит, но это не так вот происходит. Ты типа, и ты, как будто ты вот настолько проваливаешься в это, что ты уже ничего, и никакие слова тебе не помогут, потому что ты все видишь по-своему, да, и очень трудно из таких, но я в них нахожусь. И то есть вот какая-то вот ответственность, да, она лежит на мне. Но, типа, но это не скрывает, но все равно я понимаю, побывав в таких отношениях, еще что-то, я понимаю, что насколько трудно из них выйти, и, короче, да. И чем дальше, тем труднее на самом деле. Да, чем старше становишься, если еще есть дети, да, и да, конечно, и чем дольше они длятся, потому что ты как будто все больше и больше закапываешься в все это. И поэтому, да, это типа всегда, мне кажется, если ты чувствуешь, как бы я стала тоже, знаешь, особенно вот там в последний раз у меня что-то произошло, и я поняла, что я всегда чувствую, знаешь, у меня есть внутренний вот этот, из-за того, что я научилась чувствовать себя, я научилась чувствовать какие-то ситуации в своей жизни. Я вот могу сказать день, когда все пошло не так, и вот в тот момент, несмотря на то, что у меня там было уже сильно эмоциональная привязанность, мне надо было встать и уйти, потому что тогда было бы легче. А в тот момент все, и я сразу же променяла себя, то есть я выбрала не себя, я выбрала того человека, и оттуда уже все, снежный ком пошел. И у меня всегда, вот, знаешь, я и в предыдущих своих отношениях могу, и там, в периоды эти могу сказать, в тот день или та ситуация, в которой все пошло не так. Флэшбэки из прошлого. Да, я прям могу сказать, там, это был там апрель, вот эта вот ситуация произошла, и я знаю, что после... Но я еще, знаешь, такой человек, вот тут тоже моя характеристика того, что я могу пропушить, что-то, она мешает, потому что я должна посмотреть, чем все закончится. А вдруг сейчас случится... Да, досмотреть фильм, типа, знаешь, вдруг сейчас случится чудо. А чудо, редко случается, честно говоря. Вообще, по-моему, никогда. Мы же иногда же такое хочется подождать, а вдруг человек изменится? Да. Вдруг по-другому поступит. А ты тут забываешь, что чуваку как бы 30 за 30, и да. меняться он не собирается особо. Да, это, по-моему, проблема всех отношений, да, когда мы ждем, что человек изменится ради нас. Да. Это, к сожалению, так не происходит, да. У нас тут время подходит к концу, и у меня есть 5 вопросов, можешь на них коротко ответить. Ага, все, хорошо. Блиц, давай. Да, блиц, да. Твой главный источник вдохновения? Мой главный источник вдохновения? Знаешь, сложный вопрос. У меня, наверное, музыка и эмоции. Потому что я не знаю, мой главный источник вдохновения — это реально музыка и эмоции, которые она во мне вызывает. И вот знаешь, я не могу объяснить, типа, вот слушаю что-то, и у меня там внутри так... И все. Вау. Ты прям это показала? Да, это вот так вот есть. Я такой, все. И какие-то вот, знаешь, из-за того, что у меня уже история с музыкой, там игра для людей, это мое тоже огромное вдохновение. Я начинаю вспоминать что-то, вот какие-то вот, знаешь, процессы в мозгу, мысли выходят, и вот это вот мое большое самое вдохновение. Блин, ты прям телесно показала, я прям это почувствовала, что для тебя музыка — это прям вдохновение. Да, это прям серьезно. Так, следующий вопрос. Фраза, которая помогает тебе в сложные дни. Знаешь, у меня раньше было, в сложные дни, это немножечко глупо прозвучит, слабоумие отвага. Типа, знаешь, когда у меня какой-то тяжелый период, и вроде бы ты делаешь какие-то решения, какие-то странные, или вот нужно, наоборот, волевое решение сделать, или вот, знаешь, вот трудно что-то. Я такая, слабоумие, отвага. Вот, просто делай и прорвешься, и все. И я так делаю, и куда-то иду. То есть в некоторые моменты я понимаю, что вот ты либо на воле, либо чисто на каких-то чувствах просто выгребешь. Потому что ты настолько сейчас все. И ты такой, все. Слабоумие, отвага.
Блин, это круто. Я думаю, что это прям тебя вдохновляет, да? Да, типа такая, отключай мозг, давай, делай, что думается вообще, просто там посмотришь, и чаще всего. Иногда, хотя, знаешь, никогда меня еще слабоумие и отвага не подводил. Да? Да, типа, то есть, может, какие-то мелкие ситуации были, но вот крупные слабоумие и отвага вообще вот так вот проходило. Да, Мне кажется, слабоумие и отвага, даже выбор музыки для меня был слабоумие и отвага. может, да. Но я, знаешь, недавно читала, что, типа, все хотят понять, почему они это делают, и если бы мы все понимали, зачем мы это делаем, то никто бы ничего этого не делал. Конечно. Потому что мы просто делаем такие, ну что-то будет, короче, что-то из этого Да, должно а выйти вот точно. прикинь, то есть я научный человек плюс творческий человек. У меня иррациональность очень сильная, и слабоумие отвага очень сильная. У меня иррациональное, это мои эмоциональные начала, они очень сильные. И вот этот баланс, я просто иногда как серфер. Но, с другой стороны, я смотрю на это как на мой там самый большой дар, потому что я иррационально могу, и иррационально, и, короче, единственное, вот балансы находить, или понимать, в какой ситуации что включать, это бывает сложно. Ну, типа, да, это такое. Ну, классно. Мне нравится этот поинт, кстати, что в основном же привыкли подмечать, что женщина такая вся эмоциональная и так далее, а ты интеллектуальная и эмоциональная. Ну, то есть ты балансируешь, по-моему. Да. Ну, в смысле, я про себя тоже могу сказать, что я там и интеллектуальная, и эмоциональная, ну, типа, это все, ну, вместе. Баланс, да, да. баланс. То есть это не такой Баланс. стиль. Баланс. Таки, Так, следующий вопрос. Если бы у тебя было только 3 слова рассказать о себе, что бы ты сказала? Что бы я сказала? Это такое сложное. Сейчас. 3 слова рассказать о себе. Блин, вот я хочу сказать сильное, но это не то, что я хочу сказать. Наверное, волевая, эмоциональная и ранимая. Это правда, потому что у меня, знаешь, вот это все больше на эмоциях. Да, я, конечно, не могу сказать там талантливо, интеллектуально, но кажется, я больше себя, вот именно в данный момент, я, наверное, больше ассоциирую себя с каким-то там внутренним чем-то. Вот сейчас, да, это вот эти 3 слова, наверное. Волевая, эмоциональная и ранимая. Классно, спасибо. И что для тебя важнее, правда или действие? Действие. Да, ты говорила, да. ранее, что Для тебя меня действие. всегда действие важнее. Но это вот именно в каком понимании? Ты говоришь, правда, как какие-то идеалы твои или Нет, вот что? просто, чтобы тебе важнее, чтобы тебе словом сказали, или там это, или показали действием. Нет, действие всегда. Мне кажется, сказать можно что угодно. Я сама иногда люблю, знаешь, там напудрить и навешать лапши, но действие всегда показывает. И я, наоборот, вот сейчас как раз это то, чему я учусь. Я учусь смотреть не на слова людей, а на действия их. То есть действия, вот, они всегда показывают искренне то, что... И на свои действия тоже. То есть я могу сказать, я хочу сидеть дома и ничего не делать. Потом сама иду и 200 тысяч дел за день, да? Ну, типа, я смотрю, что по действиям-то видно, что я хочу делать. Ну, короче, вот это, мне кажется, действие всегда. Понятно. И последний вопрос. Слова, которые ты оставила бы своим потомкам. Слова, которые я оставила бы своим потомкам. Ну или вообще, в принципе, для людей. Всегда выбирай себя. Класс. Это важные слова. Это важные слова, и мне кажется, очень в обществе нашем, которые воспринимаются с, так сказать, с болью в сердце, потому что нас учили, что надо всегда выбирать других. А на самом деле, когда ты выбираешь себя, как очень сложно понять, что когда ты выбираешь себя, ты выбираешь и других, по сути. Ну, Да. типа, здоровый, да, то есть ты выбрал себя, и ты потом по-здоровому. Короче, это долгая тема, короче, навсегда выбирай себя. Да, я думаю, это очень важно. Вот когда мы даже про ответственность ранее говорили, когда мы берем ответственность за себя, за нас же больше никому не нужно нести. И каждый вот типа в цепочке берет ответственность за себя, и все счастливо живут, блин, от этого и выбирают себя. Вот. На этом мои вопросы закончились. Спасибо Интервью тоже большое за этот заканчивается. классный Да. разговор. Спасибо тебе за твою эмоциональность, экспрессивность, твою искренность и, не знаю, уязвимость и ранимость, что ты не побоялась этого и пришла. Еще раз тебя благодарю за это. Спасибо всем за просмотр данного видео, интервью с Назирой. Всегда выбирайте себя, любите себя, берите ответственность за свою жизнь. Хочешь что-нибудь сказать нашим зрителям? Все хорошо. Все будет хорошо. Слабоумие, действие. Все, знаете, все сложится наилучшим образом, который может. Все. Главное. Конечно, Главное действовать. да, главное действовать. Да, слабоумие и действие, я думаю, это Слабоумие и реально... отвага. Ой, слабоумие и отвага. Это реально классные слова. Действуйте, не бойтесь,
слушайте себя, слушайте свои какие-то inner child и всегда следуйте своим внутренним потребностям и желаниям. Всем пока! Пока.